Образовательный проект «Журнал доктора Комаровского» представляет. Приветствую, друзья! Продолжаем говорить о здоровье взрослых. Сегодня тема, о которой нас много-много просили. Вот, наконец-то мы собрались. Итак, говорим сегодня о простатите. Простатит переводится это как воспаление предстательной железы. Это состояние, которое возникает при жизни, то есть жалобы, которые позволяют поставить диагноз простатит, возникают примерно у 25% мужчин. Если взять просто всех мужиков, которые бегают вокруг нас, то на сегодня 10% мужчин имеют признаки простатита, которые влияют на качество жизни. То есть это не просто как где-то там что-то то ли есть, то ли нет. Это реально мешает им жить. Еще один удивительный факт. Американцы опубликовали исследование, при котором они просто брали мужчин, которые скончались внезапно от каких-то других причин, например, там в автомобильных катастрофах, да, и оказалось, что у мужчин во время вскрытия признаки простатита имеют 64-86% людей. При этом жалоб у них никаких не было. То есть, по большому счету, оказывается, что воспаление предстательной железы у мужчин это такое распространеннейшее явление, и о нем, по крайней мере, надо знать. Почему? Потому что когда есть некая болезнь, которая встречается довольно часто, и принципы диагностики которой довольно расплывчаты, так вот, понятно, что такая болезнь превращается просто в огромную такую отдушину для того, чтобы на этом заработать. И поэтому коммерции в простатите огромное количество. Я уж не буду говорить о том, что я, как человек, имеющий отношение к медицине много-много лет, и поскольку лицо мое довольно известно, постоянно мой образ используется в рекламе абсолютно никудышних, ненужных фуфломицинов якобы для лечения простатита. То есть это чистое мошенничество, но люди, которые берут какие-то рога и копыта условные, пишут на нем названия и якобы лечат простатит, они неплохо на этом зарабатывают, потому что огромное количество людей по этому поводу стесняются обращаться к докторам или не верят в то, что им могло помочь. Опять-таки общаются с друзьями, которые пошли к кому-то, как правило, простатит лечат урологи, пошли, пожаловались, а теперь они лечат его уже 10 лет, 10 лет носят туда деньги, ничего толком не помогает, и человек думает, что я буду ходить к этим урологам, все равно 10 лет платить деньги не хочется, полезу лучше в интернет, а там тут же наткнусь на портрет Комаровского, который предлагает замечательное лекарство от простатита. Поэтому давайте заниматься образованием, учиться, понимать, что это такое. Значит, первое. Что мы должны знать? Что существует 4 вида простатита. 4 вида. Первый простатит, его называют бессимптомным. Вот просто. Вот это тот самый простатит, который можно обнаружить 2 способами. Первый способ, его обнаружат на вскрытии. То есть никаких жалоб нет. Второй вариант, когда вы можете обнаружить бессимптомный простатит, когда вы придете к какую-нибудь клинику по поводу того, что у вас нет детей. Ваша пара, с вашей парой бесплодие, и начнется обследование на бесплодие, причем, еще раз говорю, у вас никаких жалоб не будет, и во время обследования у вас обнаружат простатит, поставят этот диагноз. То есть первый вариант – бессимптомный простатит. Второй вариант – это вариант острый бактериальный простатит. Сказать, что это бывает редко, не сказать практически ничего. Это бывает очень редко. Но это острая болезнь, которая вызывает бактерии, которая проявляется высоченной температурой, очень выраженными, достаточно интенсивными болями в области малого таза, скажем так, над лобком, в промежности. Эти боли могут отдавать в поясницу, может быть, боли в яичках. При этом, еще раз говорю, есть все признаки острой гнойной инфекции. То есть это бактериальный токсикоз, бледность кожи, озноб, высочайшая температура. Значит, как правило, когда речь идет об остром бактериальном простатите, всегда практически даже никто не берется лечить это состояние в домашних условиях. Это госпитализация, это внутривенное введение антибиотиков, и так далее. В чем причины? Значит, это может быть, как правило, осложнения
тяжелых гнойных инфекций мочевыводящих путей. Некоторые варианты анального секса, когда активный партнер заражается от пассивного партнера. Это может быть осложнение катетеризации, вообще разных манипуляций хирургических. Ну, когда вводится катетер в мочевой пузырь и по пути травмируется простата и так далее. Вот эти варианты возможны. Но еще раз говорю, это редко. Это очень-очень тяжело и очень остро и очень плохо. Это всегда лечится в стационаре. Вызывает это, как правило, или кишечная палочка, или такой микроб, как энтеробактер. Короче говоря, все это достаточно успешно и быстро лечится антибиотиками. Второй вариант простатита инфекционного. То есть то был острый у нас бактериальный простатит, а это будет хронический бактериальный простатит. Значит, что такое хронический бактериальный простатит? Это умеренно выраженные симптомы, которые в некоторых ситуациях напоминают, может быть, даже симптомы аденомы простаты. Очень вас прошу, вообще, ребята, если вас сейчас тема простаты реально волнует, вы хотите разобраться, пожалуйста, посмотрите наше видео про аденому простаты. Оно здесь в журнале есть, пожалуйста, посмотрите. Тем не менее, у вас будут похожие симптомы, проблемы с мочеиспусканием. Оно может быть болезненное, прерывистое, может быть дискомфорт в животе, дискомфорт в промежности, в пояснице, в мочевом пузыре, в яичках. Может быть болезненная эякуляция, может быть болезненная эрекция, иногда даже кровь при эякуляции может быть. Какие причины? Значит, здесь, вот, когда речь идет о хроническом бактериальном простатите, то чаще всего причины либо врожденные или приобретенные анатомические или физиологические дефекты мочевыводящих путей. То есть какие-то проблемы с мочевым пузырем, с его структурой, с его физиологией, с работой сфинктера мочевого пузыря. Это могут быть иногда инфекции, которые имеют место у людей с низким уровнем, с иммунодефицитом. Например, это ВИЧ-инфекция, это цитомегаловирусная инфекция. И это может быть проявление аутоиммунных заболеваний. Одна из классических вариантов простатита, вот хронического бактериального, это туберкулезный простатит, как осложнение или одно из проявлений туберкулеза почек. Такое тоже возможно, но это всегда очень такая индивидуальное, специфическое состояние. Дальше две ситуации: трихомонада и уреоплазма. Состояние, передающееся нередко половым путем, но всегда у людей с иммунодефицитом. Как правило, для человека с нормальной иммунной системой это не актуальные ситуации. Теперь самое главное, что вы должны понять. Вот это вот, даже трудно в это поверить, но острый и хронический бактериальные простатиты – это максимум 2-5% всех случаев простатита. То есть, как это ни удивительно, но острая бактериальная инфекция или хроническая бактериальная инфекция простаты – это очень редкое явление. И в 90-95% случаев всех простатитов это к инфекции не имеет никакого отношения. Трудно это понять, но вы должны это для себя расставить, тут сложить пазл. Потому что, как правило, когда у человека возникают подобные симптомы, он начинает думать о том, где... первая мысль, которая возникает, где я заразился, кто в этом виноват. Начинает выяснять отношения с партнерами, начинает думать о своей половой жизни на будущее и так далее, и так далее. Тем не менее, еще раз обращаю внимание, если у человека нет проблем с иммунной системой, у него практически никогда не бывает простатита бактериального, связанного с его образом жизни, с его половыми связями. Вообще, как это ни удивительно, и это вступает в разрез, еще раз говорю, с общим мнением народа, простатит не относится к заболеваниям, которые передаются половым путем. Это понятно, что если у человека какая-то тяжелейшая гонорея или тяжелейший сифилис, то поражаться может все что угодно, но это не имеет никакого отношения к какому-нибудь хроническому простатиту и так далее, и так далее. Теперь все-таки хотелось бы поговорить о ситуации. Это четвертая и самая распространенная ситуация. Это 95% всех случаев, когда врачи ставят диагноз простатит. Но в такой ситуации они не будут произносить слово бактериальный.
Называется это в мировой научной литературе словами простатит, но чаще говорят не о хроническом простатите. Смотрите, хронический простатит, но без употребления слова бактериальный. То есть как бы подразумевает, что бактерии ни при чем, антибиотиками типа не лечатся, или еще по-другому его называют, это опять-таки официальное название в мировой литературе, синдром хронической тазовой боли. Вот эта ситуация действительно чаще всего имеет место. Еще раз говорю, это около 95% всех случаев простатита. Так вот, это самый частый вариант. Бактерий нигде нет, их увидеть невозможно. Как проявляется? Опять-таки, боли в промежности, яичках, боли в половом члене, боли в лобке. Причем, что важно, и это вот для тех, кто пересмотрит программу про аденому простаты, боли волнуют больше, чем проблемы с мочеиспусканием. То есть, еще раз, например, при аденоме самое главное, то, что волнует больше всего, это реально вот то, что там постоянно хочется по малой нужде, вот ты это чувствуешь, это тебя волнует, надо 150 раз проснуться среди ночи, пойти по малой нужде. Так вот, именно то, что называется дизурические явления. То есть явления, связанные с мочеиспусканием. Так вот, один из признаков хронического простатита, который как бы эквивалентен синдрому хронической тазовой боли, что боль волнует больше, чем проблема с мочеиспусканием. У 25% людей, у которых есть вот этот вот хронический простатит, имеются хронические воспалительные заболевания кишечника. Очень часто причины этого находятся в мочевом пузыре или в семявыносящем протоке. Там могут быть какие-то анатомические или физиологические дефекты. То есть, мы пытаемся понять, откуда это все берется, но, как всегда, и надо это признать, что когда речь идет о каком-то очень распространенном состоянии, которое возникает у кучи народу, медицинская наука не дает точного, четкого ответа на вопрос, что это такое, кто виноват, что есть причина. То есть вот перечисляется куча факторов, которые могут приводить к этому простатиту, вот хроническому, но при этом сам механизм до конца однозначно непонятен. Далее, что мы должны еще понимать применительно к хроническому простатиту, вообще к любому даже простатиту. Когда мы говорим про аденому, то аденома чаще всего встречается у пожилых, то есть мужчин. 50 плюс, и чем дальше, тем чаще, да? Когда речь идет о простатите, то простатит чаще встречается у молодых мужчин и у мужчин среднего возраста. У людей постарше он встречается реже, значительно реже. Теперь давайте обсудим, о каких все-таки состояниях врачи говорят, когда говорят о возможных причинах вот этого хронического простатита. Одним из основных факторов рассматривается все-таки перенесенные инфекции мочевыводящих путей, какие-то другие инфекции в этом районе, инфекции почек, парапроктит. Одним из очень серьезных факторов риска считается любая попытка катетеризации мочевого пузыря. Считается, что при исследовании, когда берут мочу катетером, когда проводят какие-то операции, в принципе, катетеризация мочевого пузыря может травмировать что-то, где-то, как-то, и это один из факторов возникновения потом проблем. При этом, вот когда эту проблему описываем, вот я все время, вот когда про это думал, у меня все время возникает ассоциация с мигренью. Вот попробуйте описать, что такое мигрень. Там все время мы говорим какие-то нервные стволы, сосуды, то все, 5-10. Вот как-то, а вот здесь примерно то же самое, только внизу. То есть возникают боли, но здесь огромное значение имеют именно состояние нервной системы, работа сосудов, координация всего этого. То есть очень часто вот пощупать это невозможно. Вот субстрата болезни нет реального. То есть можно там при обследовании обнаружить там увеличенную железу, но тем не менее, что было что-то вот такое страшное, так вроде как и нет. Здоровый, нормальный мужик, а куча жалоб. Поэтому здесь, опять-таки, сразу идет четкая параллель с состоянием нервной системы. Чем больше интеллект, тем чаще возникает. Да. То есть у умных простатит чаще. Вообще, когда человек нервничает, психует, дергается, стрессы, все это чаще вызывает вот это вот состояние. Я как бы еще раз понимаю, что, может быть, не все удается сразу разложить по полкам, но главное, смотрите, еще раз, есть 4 вида простатита.
бессимптомный, тут все понятно. 2 варианта бактериального простатита, острый и хронический, которые по большому счету лечатся антибиотиками, и у которых есть там классические признаки, варианты, как это диагностируется. Но сплошь и рядом найти конкретную бактерию практически невозможно. Там берут посевы, находят что-то, говорят, о, вот это виновато, начинают лечить, толку никакого и так далее, и так далее. Поэтому в большинстве случаев, около 95%, у нас есть хроническая тазовая боль, и когда у нас есть хроническая тазовая боль, промежность, половой член, яички, поясница, то первое, что должен сделать врач, это исключить что-то опасное. То есть приходит мужик, который жалуется на боли в области малого таза, и поэтому, как правило, простатит, вот этот хронический, это вот в медицине есть такое понятие диагноз исключения. Смотрят с ног до головы, ищут рак мочевого пузыря, воспалительные процессы в мочеводящих путях, воспалительные процессы в почках, рак простаты, рак прямой кишки. Вот все вот это ищут, парапроктиты и так далее, язвы там, опять-таки, в области прямой кишки. Вот все это ищут. И когда ничего не находят, то тогда остается диагноз исключения, который называется хронический простатит, без слова бактериальный. Как убеждаются в том, что он не бактериальный? Для этого вот тут возникает какой-то такой замкнутый круг. То есть рекомендуется брать мочу на бак-посев, но в то же время мы же все прекрасно понимаем, что стерильно взять мочу на бак-посев можно только с помощью катетеризации мочевого пузыря, поэтому относятся к этому, скептически к результатам. Никогда нет уверенности в том, что бактерия, которая выросла там в моче и реально попала туда из простаты, а не из мочевого пузыря, не со слизистой полового члена и так далее. То есть стопроцентной уверенности, что виновата именно эта обнаруженная бактерия, как правило, никогда нету. Понятно, что если у человека там куча вот подобных симптомов, и сдали анализ, там куча лейкоцитов в моче, так поставили инфекцию мочеводящих путей и лечим. Но сплошь и рядом не обнаруживается ничего. Теперь хочу поговорить с вами о том, как же все-таки ставят диагноз. Еще раз. Главное, жалобы, исключили все плохое. Дальше, что есть у врача по осмотру? Конечно, очень эффективный метод УЗИ. При этом тут сразу хочу обратить ваше внимание, потому что многие с этим столкнутся, когда они пойдут к врачам с этими жалобами. Смотрите. Есть всегда такой выбор, он очень часто людям не нравится, моральный. Есть выбор между 2 вариантами исследования. Трансабдоминальный, то есть через переднюю брюшную стенку, и через прямую кишку. Естественно, обследование через прямую кишку не всем и не очень нравится, но я вам скажу сразу, что для массового осмотра, для диагноза простатита в большинстве случаев не надо смотреть через прямую кишку. Осмотр простаты через прямую кишку позволяет увидеть некоторые участки простаты дополнительно. И это очень важный способ диагностики рака простаты. Вот когда речь идет о подозрении на рак простаты, то, конечно, надо смотреть только через прямую кишку. Но если речь идет о простатите, и есть очевидные признаки простатита, которые мы видим трансабдоминально, то есть через брюшную стенку, то, как правило, это не надо. Но в любом случае, когда речь идет о враче-урологе, который в этом разбирается, который пытается четко понять, что там и где происходит, то сразу обращаю внимание на то, что смотреть через прямую кишку достаточно, это вариант предпочтительный, скажем так. При этом что может увидеть врач на УЗИ? Врач может увидеть увеличенные размеры простаты, может увидеть отек определенных участков, может увидеть там так называемые кальцификаты. То есть это признак того, что были уже там раньше, был хронический воспалительный процесс. Короче, увидеть может очень-очень много. Но практически все то, что может увидеть врач с помощью УЗИ, он может тактильно обнаружить просто при так называемом пальцевом исследовании. Когда пациент занимает определенную позу попой кверху, врач с помощью пальца через прямую кишку может ощупать простату, может оценить ее размер, ее плотность, нащупать там вот эти уплотнения, камушки, кальцификаты, оценить, как пациент на это реагирует, выраженность боли и так далее, и так далее. Хорошо, теперь давайте поговорим про лечение.
Ну, с острым бактериальным простатитом все понятно. Ну, мгновенно антибиотики и так далее. Хронический бактериальный простатит тоже антибиотики. Удивительно, ну вот все об этом пишут, что когда речь идет о впервые диагностированном просто хроническом простатите, то антибиотики многим помогают. И есть такое предположение сейчас в медицинской науке, что есть, может быть, какой-то инфекционный агент, какая-то бактерия, которую мы до сих пор толком идентифицировать не можем, которую не так просто обнаружить и которая может иметь к этому отношение, но, тем не менее, тогда, когда никаких намеков на бактериальную инфекцию нет, тем не менее, в значительном проценте случаев антибиотики помогают. Что важно понимать, что когда речь идет о лечении хронического простатита антибиотиками, они никогда не используются коротким курсом. Как правило, это не менее 6-12 недель. Ну, иногда допускается 3 недели, но все-таки чаще это там до 3 месяцев используются антибиотики. То есть это длительный курс, и что еще очень важно, далеко не все антибиотики, точнее очень небольшая часть или процент антибиотиков накапливаются в достаточной концентрации в ткани простаты. Поэтому что здесь используется? Используются так называемые вторхинолоны, это левофлоксацин, флоксацин, вот эта группа. Используется так называемый триметаприм-сульфаметоксазол, вот тот самый там знаменитый бисептол, используется цефтриаксон, используется доксициклин, и фактически на этом список антибиотиков заканчивается. Опять-таки говорю, все это используется достаточно долго. Теперь используются препараты, о которых мы говорили, когда обсуждали тему аденомы простаты, которые снижают тонус мочевого пузыря, используются нестероидные противовоспалительные средства, ну, тот же там ибупрофен. Иногда некоторые специалисты утверждают, и я по большому счету с ними согласен, что нестероидные противовоспалительные препараты в виде свечей могут быть в некоторых ситуациях эффективнее, чем использование их в таблетках. Далее, на что еще хочу обратить внимание, что всегда, когда у мужчины возникают проблемы где-то в области мочевого пузыря, с болезненным мочеиспусканием, болезненным эрекцией, боли в яичках и так далее, у мужчины всегда возникают проблемы с психикой. Он начинает себя накручивать, ставит на себя крест. Это вообще очень влияет на самоощущение человека, поэтому очень часто развиваются панические расстройства, депрессия, и поэтому неудивительно, что антидепрессанты чуть ли не один из самых эффективных групп препаратов при лечении хронического простатита. Кроме лекарств используется, ну, опять-таки, я не могу сказать, что хоть что-то из нелекарств вот очень-очень сильно влияет. Ну, например, очень распространенное явление, которое реально, по мнению многих, помогает, это массаж простаты, который осуществляется в кабинетах у специалистов. Многие просто уверены, что без этого никак. Ну, главное, если вам реально становится легче, можете продолжать. Но если толку никакого, ну так значит прекращайте. А я понимаю, что это не для всех приемлемо и так далее, но попробовать однозначно можно. Ну, в процентах, в половине процентов случаев может быть облегчение. Дальше. Помогают, реально, говорят, что помогают. Ну, по крайней мере, просто есть стандартные рекомендации в литературе, что вам советуют. Вам советуют теплые ванны, вам советуют вот этот массаж, вам следить за, вот дальше, регулярное мочеиспускание и регулярная эякуляция. Обращаю внимание, как вы понимаете, регулярная эякуляция – это типа совет регулярно заниматься сексом. При этом обращается внимание на то, что в мировой научной литературе нет исследований, которые бы указывали на прямую связь выраженности симптомов хронического простатита с регулярностью половой жизни, но практически 100% урологов
андрологов, то есть специалистов, сексологов, специалистов в этой области настаивают на том, что регулярная эякуляция – это важнейшее условие в лечении хронического простатита. Объяснить, как это работает, никто не может, но все специалисты уверены, что это реально помогает. Дальше. Считается, что чем концентрированнее моча, тем хуже, чем чаще возникают обострения. Поэтому регулярно просят много пить жидкости, чтобы не допускать сгущения крови и намека на обезвоживание. Считается, что плохо алкоголь, плохо острая пища, плохо кофеин. Ну, понятно, что здесь все надо как бы спокойно к этому относиться. Уж совсем себя лишать всего не стоит, но напиваться, есть очень острое и пить много-много кофе, наверное, это будет принципиально неверно. Теперь очень важный момент. Я хотел бы перечислить факторы риска. То есть, что в нашей жизни однозначно способствует развитию простатита. Уже сразу хотел бы сказать, что когда мы говорим про инфекции, то есть инфекции, особенно инфекции почек и прямой кишки, еще раз повторюсь, что важный фактор риска – это катетеризация мочевого пузыря. А теперь про жизнь. Вот удивительный момент, на который надо обратить внимание. Чуть ли не таким важнейшим провоцирующим фактором является, вот вдумайтесь, поднятие тяжестей с полным мочевым пузырем. Вот вы как бы подумаете, да, то есть вот полный мочевой пузырь, вы напрягаетесь, что-то поднимаете. Вот в этой ситуации возможно, что моча каким-то, ну, можно долго объяснить, каким это образом происходит, но моча может поражать ткань простаты. Дальше. Длительное сидение в сочетании с вибрацией. Ну, поэтому одна из самых уязвимых категорий – это водители, особенно на продукции, не очень качественной продукции автопрома, которая не имеет нормальных там подвески, нормальных амортизаторов. То есть вот эта вибрация плюс длительное пребывание в сидячем положении, и поэтому дальнобойщики главный как бы контингент фактора риска. И еще раз говорю, тут не путаны на обочинах фактор риска простатита, понятно? А отсутствие нормальных амортизаторов и длительное сидение. Дальше. Удивительно, но езда на велосипеде считается чуть ли не главным фактором риска, поэтому надо проводить эксперименты с сидениями, то есть менять сиденья. Но в принципе велосипед считается одним из факторов риска простатита. Понятно, что для мужчин, у женщин такой проблем нет. Дальше. Любые проблемы с мочевым пузырем и вот несвоевременное мочеиспускание, несвоевременное, то есть терпеть. Вот когда очень-очень хочется, а ты терпишь, это один из факторов риска простатита. Ну и, как я уже упомянул, фактор риска – это не только для лечения, но и для развития, снижения частоты эякуляции. Поэтому занимайтесь регулярной половой жизнью для профилактики. Теперь, на что еще хочу обратить ваше внимание. Что когда речь идет о том же там, велосипеде, то есть такая штука, вот я вам даже покажу, есть так называемые раздельные седла, вот, которые уменьшают давление на промежность и на яички. Их вот можно использовать. Ну, это как бы узкий специфический вопрос велосипед, но в целом считается, что профилактика простатита – это физическая активность. При этом как минимум 3 раза в неделю, нормальные физические нагрузки, тренажерный зал, спорт, хотя бы 40 минут 1 час. Это нормальная гигиена, мыть половой член. Опять-таки меньше сидеть, делать перерывы при длительных поездках, особенно на велосипеде. Да? Но в любом случае, если вы дальнобойщик, остановитесь раз в 2 часа, прогуляйтесь 10 минут, посмотрите, осмотрите ваш автомобиль, постучите ногой по колесам. И то, что я еще раз говорил, повторюсь, избегать концентрированной мочи, то есть много пить, кофеин, дальше ожирение, очень серьезный фактор риска, очень серьезные факторы риска стрессы эмоциональные, и поэтому любые варианты медитации, расслабления, прогулок, двигательной активности – это, естественно, и лечение, и профилактика. В общем, это главное, на что я хочу обратить ваше внимание. Вот. Просто очень часто в меня в
О простатите очень волнует здесь очень выраженная эмоциональная составляющая. Простата, то есть по возникновению этих симптомов, обязательно люди начинают рвать себе за волосы и говорить о том, что я где-то нагулял. Нет, это не инфекция, передающаяся половым путем. Нет, не надо себя грешить. Не надо мужика своего терроризировать. Это я девочкам говорю, которые эти слушают. Если у него есть тазовая боль, то это не потому, что он где-то шлялся. Тут даже есть такой парадокс, что длительное шляние менее опасно, чем длительное не шляние. Потому что, я понятно объяснил, потому что регулярная эякуляция как раз профилактика. Теперь, на что еще хочу обратить внимание, нет прямой связи простатита и импотенции. Дескать, не будешь лечить, станешь импотентом. Тут проблемы чаще с другим связаны. С тем, что эта боль хроническая, она просто отвлекает человека. Он волнуется, он дергается, он нервничает. И поскольку мы знаем, что в самом факте эрекция – это сосуды, это состояние психики во многом, то тут возникают проблемы и с тем, и с другим. Поэтому на это я тоже обращаю внимание. То есть, первое. Связь простатита и импотенции – это миф в большинстве случаев. Связь простатита с инфекциями мочевыводящих путей – это миф в большинстве случаев. Вот, собственно, и все. Ну и переоценка очень часто значимости пальцевых исследований и недооценка возможности там, лекарственной терапии, правильной, грамотной в течение определенного времени. Ну, собственно говоря, все. Делайте правильные выводы, ищите врачей, которые будут вам нормально помогать, не будут зарабатывать на всовывании в вас шарлатанских лекарств. Всем пока. Друзья, обратите внимание, мы выкладываем в свободный доступ материал, созданный для журнала доктора Комаровского. Вы можете сказать спасибо и поддержать наш образовательный проект 3 способами. Первое – оформить подписку на журнал. Второе – оформить спонсорство канала доктора Комаровского в YouTube. И третье – стать нашим спонсором в системе Patreon. Все ссылки в описании к этому ролику.